Недавнее выступление Дамира Мухиддинова, первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России, на конференции в Екатеринбурге вызвал бурную реакцию. «Вы там совсем уже?» Задаются вопросом русские люди. И такая реакция неудивительна, ведь он попытался лишить русский народ его места в истории. Мухиддинов – это тот самый защитник никабов в России. Манипулируя на теме разговора про хиджаб, он заявил, что и никаб также является традиционным одеянием для мусульманок в России. Теперь же он перешел к откровенно антиконституционным заявлениям, оспаривая статус русских как государствообразующего народа. На конференции «Пути и страны. Цивилизации Востока в исторической динамике», организованной Уральским федеральным университетом, выступил ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухиддинов. Он заявил о чрезмерном и необоснованном преувеличении роли славян в истории России, предложив подвинуть русских, переписав учебники. Как именно? Мухиддинов обозначил направление. Нашествие татаро-монголов он назвал добровольным вхождением Руси в состав Золотой Орды, а их зверство – легитимными мероприятиями по наведению конституционного порядка. Это тонкая ирония, отсылающая к борьбе с терроризмом на Кавказе. По сути, историческая лекция превратилась в политическое заявление, цель которого – лишить русских статуса государствообразующего народа. О своих целях Мухиддинов неоднократно заявлял ранее, например, утверждая, что хиджабы и никабы являются более традиционной одеждой для российских женщин, чем мини-юбки или декольте. Россия переживает сложнейший период своей истории. Единство общества – залог выживания. Для сохранения единства необходим стержень, определяющий правила и нормы общества. В России этим стержнем является русский этнос. В настоящее время не может быть иной гражданственности, кроме как построенной вокруг него. Возможно, в другое время подобные заявления воспринимались бы как научный спор. Но сегодня они несут явный политический подтекст, направленный против государства. Более того, заявления Мухиддинова фактически или по своему духу призывают к нарушению Конституции РФ, статья 68 которой гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Как разъяснил Конституционный суд, это положение основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Однако первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ явно не согласен с Конституционным судом. Вычеркивание русских из истории страны – это попытка подорвать фундамент современной России. Возможно, именно в этом и состоит цель доклада Мухиддинова. Читая его, создается впечатление, что он не скрывает своих истинных намерений. Например, иронично сравнивая приход Золотой Орды на Русь с добровольным вхождением в состав России новых республик. Массовые убийства, рабство, сожженные города – это легитимные мероприятия по наведению конституционного порядка. Якобы также Россия действует на Кавказе, борясь с терроризмом. Кому выгодны такие сравнения? Тем, кто хочет разрушить стержень, скрепляющий общество, русский этнос, врагам России. Заявление ректора Московского исламского института Дамира Мухиддинова не просто научное заблуждение, а политическая провокация. Важно отметить, что все это было сказано не в узком кругу. Организаторами конференции «Пути и страны. Цивилизации Востока в исторической динамике» выступили сотрудники Департамента международных отношений Уральского федерального университета и кафедры востоковедения. В конференции приняли участие более 250 ученых из многих регионов России, а также докладчики из Китая, Узбекистана, Эфиопии, Таиланда, Азербайджана, Египта, Киргизии, Израиля, Японии, Белоруссии и Армении. Именно к этой аудитории обратился Мухиддинов. Приведем несколько цитат из его доклада. Безусловно, можно спекулировать над соотношением понятий «россиянин» и «русский», понимая, однако, что они исходно отражают собой разные уровни идентичности. Этот взгляд, который несут нам сегодня все учебники, на самом деле является политическим конструктом. Этноцентричный подход, вне зависимости от того, насколько он в свое время был оправдан политически, с научной точки зрения является примитивным и давно устаревшим. Восточные славяне – сведения о начальных этапах истории, которых приводит нам только Нестор, которому принято чрезмерно доверять из-за почвеннических устремлений. Хазарский каганат представляет собой первый пример крупного, устойчивого и долговечного государства на территории будущей России, которому, к тому же, непосредственно восходит в плане политической преемственности и Древняя Русь.
Население Древней Руси не составляли только голубоглазые и светловолосые расово правильные славяне. Правители княжеств Руси сами приняли власть степного владыки. Чем не добровольное вхождение Руси в состав Золотой Орды? Нашествия ханских войск на бунтующие земли являлись легитимными мероприятиями, сравнимыми с мерами по наведению конституционного порядка. Включение земель Руси в состав Золотой Орды – золотое время. Когда произошло политическое и экономическое объединение огромных географических пространств, когда усилился культурный обмен, когда, в конце концов, наступила сравнительная политическая стабильность. Почему современный татарин, бурят или чеченец должен воспринимать историю своих предков с каким-то скептицизмом в сравнении с историей русских, которую он фактически изучает по учебникам в рамках курса истории Отечества? Высказывание Дамира Мухиддинова крайне негативно восприняли ученые, которые сразу же указали на целый ряд фактических неточностей и передергиваний фактов. В частности, историк Егор Холмогоров представил детальный анализ русской истории, разъясняя происхождение славян, связь Хазарии с историей России, опровергая миф о процветании Руси при Орде и так далее. История русского государства, безусловно, включает множество народов. Однако стержнем, исторической осью, объединяющей многочисленные этносы в единую нацию, является именно история русской государственности. История России – это история создания государства русским народом, и нет нужды разбавлять ее гуннами, хазарами и монголами. Мухиддинов и его единомышленники, дерусификаторы, пытаются создать картину всеобщей ненависти к русским среди народов РФ. И умаление роли русских в прошлом в пользу хазар им только на руку. Многие припоминают, что в 2005 году Мухиддинов требовал убрать православную символику с герба страны, заявив об оскорблении религиозных чувств мусульман. Его последнее выступление – явное признание враждебности к России и стремление разрушить ее историческую идентичность. В 2013-м, во время первой волны дискуссий о хиджабах в школах, когда Владимир Путин высказался против них, Мухиддинов заявил: «Советники Владимира Путина неправильно его информировали, особенно в историческом плане. Хиджаб был распространен среди народов нашей страны большую часть ее истории». Более того, Мухиддинов решил намеками угрожать президенту России, напомнив, почему в его версии случилась первая арабская весна, сместившая правительство в Тунисе. За несколько лет до того в Тунисе ввели репрессивные меры против хиджаба, хотели углубить светский характер государства. Правительство было свергнуто революционерами, несмотря на то, что в стране шли реальные демократические преобразования и экономика росла. Ситуация с уровнем жизни была по многим параметрам лучше, чем во многих соседних странах. Вывод таков: нельзя цивилизовать народ насильно, против его воли ломая вековые устои, хорошим это не кончается. В этом году, после ситуации во Владимирской области, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ заявил о большей традиционности для России не только хиджаба, но и никаба, чем мини-юбок или открытого декольте, назвав аргументы против хиджаба несостоятельными. К чему подталкивает Мухиддинов страну? К ситуациям, подобным той, что произошла в Московском финансово-юридическом университете, где студенты из Азербайджана скандировали ненацистские лозунги. Сам ректор, безусловно, осудил бы подобные лозунги, однако его исторические заявления подталкивают к русофобской логике, выгодной только врагам России. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!